Превосходная технология всасывания мощностью в 4000 паскалей. Функция автоматического обнаружения ковров и увеличения мощности всасывания. Лазерная система навигации LiDAR, поддержка фирменного приложения, построение карты, установка виртуальных стен, комбинированный режим уборки, уборка до 250 метров квадратных на одном заряде аккумулятора, датчики обнаружения перепада высоты, поддержка управления с помощью голосового ассистента Алиса. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к роботу-пылесосу под названием DreamBot D9 Max RLD33GA Gen 1. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, расскажу. Тем более ее постоянно пихали на распродажах, и в одну из таких распродаж я ее и купил. Распаковка. Поставляется эта модель в небольшой упаковке, на ней есть название и краткие характеристики модели, а также, разумеется, изображение. Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем сам робот-пылесос вместе с роликовой щеткой, контейнером для пыли и инструментом для очистки. Далее есть съемный кабель питания, длины которого более чем достаточно, зарядная док-станция без выделенного места под остаток кабеля, что уже привычно, но хотелось бы все-таки куда-то прятать его, съемный резервуар для воды с протирочной салфеткой, одна боковая щетка и краткое руководство. Запасных аксессуаров в коробке нет. И отмечу, что некоторые расходники под эту модель RLD33GA не подойдут прошлой модели D9. Весит устройство 3,7 кг, а габариты 350 на 350 на 97 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, плюс на Новый год разыгрываю iPhone 16, условия в ролике по ссылке в описании. Перейдем же к роботу-пылесосу. Начнем. В продаже обновленная версия D9 Max доступна в черной и белой расцветке. Робот-пылесос имеет стандартный дизайн, ничего нового, просто хорошо оформленный бюджетный робот-пылесос. Корпус выполнен из матового прочного пластика, а сверху находится глянцевая часть, что, конечно же, не особо практично. Далее на корпусе можно заметить надпись Dream, бампер с датчиком и прорезиненной вставкой для защиты от повреждения как мебели, так и самого робота-пылесоса, две стандартные механические кнопки с подсветкой для управления, отверстие для теплоотведения, динамик, а также система навигации LiDAR на 360 градусов. Под крышкой стандартно находится индикатор Wi-Fi, кнопка для сброса настроек, контейнер для пыли емкостью в 570 мл, плюс есть щетка для очистки с лезвием. Контейнер имеет HEPA и сетчатые фильтры. Что контейнер, что фильтры можно промывать водой, главное после просушить. На дне робота-пылесоса есть два основных колеса, одно поворотное, контакты, зарядки, датчики защиты от падения, одна боковая трехлучевая щетка, основной подвижной блок и комбинированная турбощетка с капроновым ворсом и силиконовыми лопастями. Чистить данную щетку не очень удобно, так как она неразборная. Плюс на нее знатно так наматываются волосы. Конечно, можно сказать, что производитель позаботился и положил щетку с лезвием на такой случай, но все же можно было бы в блоке сделать специальную гребенку для очистки щетки во время уборки. Резервуар для воды имеет емкость 270 мл, предназначен он для протирки полов. Удобно, что он оснащен электрическим насосом для регулировки интенсивности подачи воды. Док-станция для подобной ценовой категории стандартная и довольно компактная. Что же касается основных характеристик, мощность всасывания 4000 паскалей, доступна как влажная, так и сухая уборка, плюс есть комбинированный режим. Отрегулировать силу всасывания можно 4 уровнями, а подача воды 3. Подключается робот-пылесос, используя Wi-Fi в частоте 2,4 ГГц, емкость аккумулятора 5200 мАч, полный цикл зарядки занимает 6 часов 10 минут. Производитель заявляет о 250 минутах времени автономной работы. По моим тестам робот-пылесос тратит 75-80% заряда для помещения в 65 метров квадратных в режиме сухой уборки со средней мощностью всасывания, и на уборку уходит около 1 часа 30 минут. На базу он возвращается, как только его заряд достигает отметки в 15%, и если уборка не завершена, то подзаряжается и едет обратно продолжать уборку. Далее, DreamBot D9 Max подключается к приложению Dream Home. На главной странице все стандартно, также можно посмотреть площадь уборки, заряд аккумулятора и время уборки. Персонализировать уборку для каждой зоны, устанавливать последовательность уборки, выбрать схему для влажной уборки, управлять картой, устанавливать запретные зоны, виртуальные стены, разделять комнаты, сохранять до 3 карт уборки в памяти, выбирать зоны и комнаты для уборки, настраивать уборку по графику, также есть автоматическое зонирование помещения на комнаты. В приложении можно настроить голосовое сопровождение с поддержкой русского языка. Ко всему можно выключить его или отрегулировать громкость. Далее есть включение режима защиты от детей, настройка режима не беспокоить, включение функции обнаружения ковров для усиления мощности всасывания, дистанционное управление и еще небольшое количество стандартных функций. D9 Max
поддерживает голосовое управление через голосовых ассистентов, к примеру, через Яндекс, Алису. Обновить прошивку в приложении можно, но мне обновления еще не прилетали. Приложение работает хорошо, но перевод местами некорректный. Переходим к тестам. Для начала я хотел бы сказать о своих наблюдениях, тестируя много разных роботов-пылесосов в этой ценовой категории, а также бюджетной и более дорогой. Данная модель относится к устройствам, которое имеет хорошо настроенные алгоритмы, без особо каких-то проблем, и подобной модели или любой другой в этой ценовой категории от этого производителя достаточно для повседневной сухой уборки в квартире. За эту стоимость большинство роботов-пылесосов подобных брендов, которые не первый год на рынке, будут работать плюс-минус одинаково, даже с учетом того, что мощность всасывания может слегка отличаться. Или система навигации лучше разрекламирована, в основном все одно и то же. Если говорить о более дешевых моделях, то там уже чаще встречаются проблемы с работой устройства, к примеру, может быть плохая навигация, плохое построение карт, проблемы с приложением и не только. D9 Max по тестам показывает практически такую же картинку, как, к примеру, D10S или D10S Pro и еще большое количество других роботов-пылесосов. Уровень шума при максимальной силе всасывания не превышает 75 дБ. По навигации все стандартно. Сначала поход по периметру, затем уборка змейкой. Сканирует помещение система довольно быстро. Но чтобы произвести полное построение карты помещения в 65 квадратных метров, необходимо около 1 часа 25 минут. Ножки стульев он старается объезжать, как и большинство других препятствий, но бывает, что и врезается. Робот-пылесос может преодолеть пороги высотой не больше 2 см, но при этом в попытках переехать ножки кресло-качалки он застревал. И своими попытками выехать мог бы повредить мебель и себя. Высота робота-пылесоса, как я уже говорил, практически 10 см, поэтому над мебелью, которая установлена на ножках высотой более 10 см, робот-пылесос убирается без труда. Лишних движений во время уборки на ровной поверхности данная модель не совершает, за что плюс. Мощности всасывания достаточно даже для того, чтобы производить уборку ковров с коротким ворсом. В этом плане хорошо помогает его турбощетка. Да, она не практична в плане чистки, но для ковров, как по мне, она лучше подходит, чем полностью силиконовая. Сухая уборка в целом хорошая, но если говорить про уборку крупы на полу или подобной грязи, то 1 или 2 проходов будет мало. Плюс грязь в углах так и остается, что в целом стандартно. Также отмечу, что часть крупы разлетается из-за боковой щетки. Протирка полов ничем не примечательна. Робот-пылесос попросту протирает пол, что опять же неудивительно. Сказать, что он максимально хорошо протирает пол, я не могу. После подачи воды на салфетку в целом все в пределах нормы. И хорошо, что резервуар для воды не протекает. Также отмечу, что робот-пылесос не определяет ковры во время влажной уборки. Для того, чтобы он объезжал ковры, необходимо устанавливать запретные зоны. Усиление мощности при обнаружении ковра работает, но с задержкой. Проблемы с черными покрытиями отсутствуют. Робот-пылесос не определяет их как перепады высоты. Минусы: нет запасных деталей, может двигать стулья, но редко. В приложении встречается некорректный перевод. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки. Тем более этот конкретно D9 Max в разных реинкарнациях постоянно продается по скидонам. Резюмирую. DreamBot D9 Max хороший выбор для недорогого робота-пылесоса с подобными характеристиками и корректностью работы. Преимуществ прям таковых у него нет среди остальных моделей, но при этом он и ничем не уступает. От меня девайсу однозначное да, особенно на распродажах, то есть это такая проработанная модель, безумное количество пользователей, безумное количество фидбэка по нему. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!